Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году яблони радуют нас своим урожаем, поэтому варим из румяных плодов всевозможные варенья. Не забываем и про густое вкусное повидло. Зимой с ним и чай вкусно попить, и в начинку для пирожков использовать. Сегодня поделюсь с вами нашим семейным простым рецептом. Надеюсь, что он понравится и вам. Яблоки помыть и нарезать произвольными кусочками. Можно брать яблоки кислые, кисло-сладкие, просто обыгрывать это количеством сахара. Можно использовать яблоки, даже те, которые падают с деревьев, вот они немножечко такие побитые. Порезанные яблоки необходимо взвесить, их вес нам нужен в очищенном виде 1 кг, и пересыпаем их сахаром. На килограмм яблок очищенных я добавляю 700 грамм сахара, это потому что яблоки у меня кисло-сладкие. Если они будут кислые, в этом случае нужно добавлять, можно и 800, и 850 грамм. Если напротив сладкие яблоки очень сильно, то может быть хватит и 600 грамм. Перемешиваем. Лучше варить небольшие объемы, до 2 килограмм яблок, чтобы легче было здесь управляться, перемешивать, варить. И добавим 2 столовых ложки воды, обыкновенной кипяченой воды. Вода поможет нам первоначально пустить сок, когда мы сейчас поставим кастрюлю на огонь. Первые минут 7-10 варить под крышкой на небольшом огне, чтобы яблоки пустили сок. Вот они уже сок пустили, и можно не бояться, что они подгорят. Сейчас их помешиваем и добиваемся растворения сахара и появления большого количества сока. Со стеночек сахар убираем, чтобы он не горел. После того, как у нас яблоки закипят, варить их нужно будет до состояния такого мягкого. То есть они будут еще не пюре, но кусочки будут уже такие мягкие, что их можно будет разбить блендером. И после того, как сока появится побольше, огонь можно прибавить. Яблоки варились у меня в сиропе 30 минут при открытой крышке, чтобы влага, жидкость побыстрее испарялась. И вот сейчас уже можно видеть, что кусочки все полностью такие стали мягкие, рассыпчатые, и совсем мало осталось сиропа. Огонь выключаю. Вообще это зависит от яблок. Если бывают яблоки разного сорта, может быть понадобится варить и 40 минут, и 45, и от количества яблок. То есть большее количество, там, например, 2 килограмма, если варите, то понадобится больше времени. Сейчас пробиваем яблочные дольки при помощи блендера. Итак, у нас получилось пюре. Но для того, чтобы повидло получилось более воздушным, его нужно перетереть через сито, чем мы сейчас и займемся. Перетираем пюре через мелкое сито небольшими порциями. Можно использовать для этого силиконовую лопатку или ложку. Здесь у нас получается уже пюре без жмыха, а сам жмых аккуратно убираем лопаткой и убираем отдельно в тарелочку. Вот столько у нас получилось пюре. Оно уже достаточно густое, как можно видеть. Но еще мы его поварим, оно будет еще гуще. И столько получилось отжимок. Их можно съесть, они очень вкусные. Сейчас перекладываем наше будущее повидло в кастрюлю и переходим к плите. Сейчас дождемся, пока у нас пюре закипит. Кипеть оно будет такими пузырями, будут появляться пузыри, они могут стреляться, будьте осторожны. И будем варить, я думаю, что такое количество с 1 килограмма минут 20. Если количество больше яблок у вас, скажем 2 килограмма, то варить нужно будет минут 40. При этом следить, чтобы смесь у нас не приставала ко дну, она может легко пригореть, так как она достаточно густая. Вот можно видеть, что смесь у нас запыхтела. С этого момента засекаем время. И еще не сказала такой факт, что на этом этапе варенье нужно обязательно варить в кастрюле с толстым дном на очень-очень маленьком огне. Я варила повидло 20 минут. Такое вот густое оно у меня получилось. Раскладываем его по баночкам, пока оно горячее. Оно очень быстро застывает, и потом его будет уже не выложить. Чуть-чуть баночку можно встряхнуть, чтобы улеглось там
Оно настолько густое, что даже остаются пазухи. И сразу же накрыть простерилизованной крышкой. Баночки у меня тоже уже простерилизованы заранее. Переворачивать банку не нужно. Оставляем ее в таком состоянии остывать. Когда повидло застынет, оно получится вот такой густоты. Из 1 килограмма яблок у меня получилось 2 250-граммовые банки очень густого и вкусного повидла. Хранить его лучше в темном и прохладном месте. После вскрытия банки держать следует в холодильнике. Друзья, я была рада поделиться с вами рецептом и надеюсь, что он вам пригодится. Спасибо всем за просмотр, ваши лайки, комментарии и подписку. И до новых встреч! Всем отличного настроения!